Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. В предыдущем видео я показывала, как выполнить покрытие начинающим мастерам. И от вас поступило очень много запросов продемонстрировать технику маникюра для новичков. Исполняя желание. Если вы только в начале пути или выполняете маникюр сами себе в домашних условиях, то, скорее всего, еще не приобрели аппарат для маникюра, а ножнички или щипчики наверняка есть. Поэтому в видео покажу два способа работы ручным инструментом, как можно сделать чистый и красивый маникюр. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления о публикациях новых видео. Не будем затягивать, давайте приступать. Рассмотрим необходимые препараты и инструменты, которые нам понадобятся. Это пилочка для натуральных ногтей, баф для шлифовки, пушер, металлическая лопатка для того, чтобы зачистить птеригий, ножнички или кусачки, чтобы удалить кутикулу, и средство для размягчения кутикулы ремувер, ванночка для маникюра или емкость, например, тарелочка. А также для снятия гель-лака нам дополнительно понадобится средство, содержащее ацетон, ватные диски и фольга. Ко мне пришла модель. Первый мой этап – это дезинфекция рук. Вы можете приобрести специальный антисептик для кожи или же в виде геля. Переворачиваем ладошками вверх. На сами ногти не нужно наносить препарат, так как в нем содержатся увлажняющие компоненты, которые могут повлиять на носибельность вашего гель-лака. Цветное покрытие вы можете снять как пилкой 180-240 единиц, так и сначала нарушив верхний слой, а затем уже замотав пальчики в ацетон, содержащую жидкость. Так как вы только начинающие мастера и учитесь выполнять маникюр, скорее всего, у вас нет в наличии маникюрного аппарата для снятия гель-лак, выполнения маникюра. Я покажу, как вы можете выполнить снятие даже в домашних условиях, не имея аппарата под рукой. Для того, чтобы не поранить клиента новой острой пилкой, вы можете пройтись по краям бафом. Беру пальчик клиента двумя своими, для того, чтобы могла его поворачивать, кладу на бочок и жесткой стороной пилки начинаю выполнять длинные движения вдоль, слева направо. Сначала у меня уходит топовое покрытие, затем уйдет цвет, и я дойду до базы. Не совершайте движения вверх, так как пилочкой очень легко поранить кутикулу. Движение должно быть вдоль. Для того, чтобы не задевать кожу боковых валиков, возьмите пальчик сверху, положите его на бочок, закройте боковой валик, чтобы его не поранить, и продолжите снятие. Такой способ снятия будет даже более щадящим по отношению к ногтям и коже, чем заматывание в ацетон, содержащую жидкость. Ногти не будут скручиваться, а кутикула и кожа вокруг ногтя иссушаться. Но в случае, если не получается работать аккуратно пилочкой, вы раните, то, конечно, будет более безопасным выполнить размачивание покрытия. Пилочкой снимаю верхнее покрытие и немного цветное до появления кратеров. Ватные диски разрезала на несколько треугольничков. Смачиваю специальной жидкостью для растворения гель-лака. Диски должны быть обильно смочены жидкостью. Перед снятием увлажняю кутикулу и кожу вокруг ногтя маслом. На ноготь не попадаю. Это защитит кожу от воздействия агрессивных веществ. Снизу пальчика подкладываю фольгу. На ноготь кладу треугольничек, вырезанный из ватного диска. Уголочек подправляю на торец ногтя и заворачиваю ноготок. Плотно прижимаем и засекаем время выдержки средства где-то 5-10 минут. Необходимо посмотреть на упаковке, насколько оно рассчитано. Если у вас имеется аппарат, вы можете выполнить снятие гель-лака фрезой. Как это правильно делать, я покажу в своем ролике. Ссылку на него я оставлю в описании. По истечению времени снимаем фольгу и производим снятие гель-лака при помощи апельсиновой палочки или пушера.
Осталась база, тогда обратно оденьте фольгу и подождите еще пару минут. После этого остатки базы убираем бафом. Вы можете снимать покрытие не полностью, а оставить небольшой слой базового покрытия. Если видите, что база крошится, на ней много отслоек, то нужно ее полностью снять пилочкой или при помощи размачивания. После снятия приподнимаем кутикулу при помощи пушера. Круглой лопаточкой. Пушер находится практически лежа под небольшим углом, приблизительно 30 градусов. А прямоугольной частью насадки вычищаем птыриги с ногтевой пластины. Благодаря этому действию мы не будем держать долго руку в ванночке, размачивать ее, и время маникюра будет сокращаться. Забафим оставшиеся ноготки в зоне у кутикулы, там, где не проходила пилочкой. Применяю мягкую сторону бафика. Я намеренно сразу не забафила ногтевую пластину, когда снимала гель-лак, так как мне нравится бафить уже после приподнятия кутикулы. Вместе с бафом уходит также часть кожи, и маникюр становится быстрее. Кутикулу подготовили. Теперь необходимо придать форму свободному краю. Мы определили, что будущая форма у нас будет мягкий квадрат. Для этого я опиливаю прямую на свободном крае. Нижние стенки опиливаю, заводя пилку под ноготок. Форму придаю до погружения ногтей в ванночку, так как ногти напитываются влагой, расширяются, а потом влага испаряется и ногти снова сужаются. Если пилить после ванночки, то большая вероятность, что ногти будут расслаиваться. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного, с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Приступим к этапу маникюра. На двух ногтях я выполню классический маникюр с мацерацией, то есть погружением ногтей в ванночку, а на остальных без мацерации. Для этого нам понадобится размягчающий ремувер для кутикулы. Использую ванночку для маникюра или другую любую емкость, одеваю одноразовый пакетик и наливаю в воду. Вода приблизительно 42 градуса, то есть не горячая и не холодная. Опускаю в воду те пальчики, на которых будет классический маникюр с размачиванием. Выжидаю 1-2 минуты. Сильно кожу не распаривайте, так как вы просто не увидите границу среза между живой кожей заднего валика и кутикулой. Достаю руку из ванночки, промакиваю и при помощи пушера прочищаю птыриги. Носик пушера приблизительно заходит на 0,5-1 мм под кутикулой. Убираем всю сухую ороговевшую кожу, раскрываем подкутикульный кармашек. Салфеточкой провожу вверх, для того, чтобы кутикула раскрылась. У нас видна тонкая полосочка. Срезать ее буду при помощи кусачек, так как большинство мастеров работают именно ими. Центральную часть, гвоздик, кладу на указательный палец, закрываю большим, а 3 остальные на рукоятку. Подношу к пальчику и обязательно делаю упор. Не работаю на весу. Упираюсь указательным о свою же руку. Все полотно прикладываю к боковому валику, немножко надавливаю кожу и закрываю кусачки. Весь сухой боковой валик у нас удален. С другой стороны также оттягиваю боковой валик, полностью все лезвие прикладываю и закрываю. В боковых валиках нельзя срезать очень много, так как они будут быстрее от этого огрубевать. Совсем немного срезаем сухую кожу. Как правило, она желтоватого цвета,
прозрачная или белая. Приступаем к срезу кутикулы. Нижнее полотно у нас должно спрятаться под кутикулой. Верхнее закрывает и срезает по 2 мм кожи. Закрываем щипчики и делаем шажок назад. Не должно быть отрывающих движений, это спровоцирует появление заусенец. Не торопитесь, постарайтесь сделать равномерный, единый срез. Дальше мне неудобно так проворачивать кусачки. Я их переворачиваю на другую сторону и также кладу на свою руку для опоры. Рука не должна быть в подвешенном состоянии. Оттягиваю кутикулу, нижнее лезвие завожу под кутикулу и верхнее закрываю. Когда два мои среза встретились, у меня кутикула полностью убирается. Часто мы можем увидеть еще внутреннюю часть кутикулы, то есть срез недостаточно глубокий, внутри бахрома кожи. Снова увлажним ее, поднимем наверх и теперь щипчики ставим нижнее лезвие не лежа, как до этого, а перпендикулярно, убирая внутреннюю часть кутикулы. Если не убрать внутреннюю часть кутикулы, то будут затеки гель-лака. Результат после среза. На второй руке выполним срез при помощи ножничек. В моем случае ножницы-твизеры от Stalex. Они работают по принципу пинцета. Как правило, новичкам ими проще работать, чем стандартными ножницами с колечками. Смачиваю кожу водой, если она высохла. И по тому же принципу нижнее лезвие прячу под кутикулой и срезаю под 2-3 мм. Не доставая лезвия из-под кутикулы. Кожу в боковых валиках и синусах можете доработать щипчиками. Наш итог после среза щипчиками и ножничками. Как мы можем заметить, срез щипчиками и ножничками ничем не отличаются друг от друга. Далее вы уже выбираете тот инструмент, который вам удобнее в работе. На оставшихся ногтях будем выполнять маникюр по тому же принципу, только без размачивания в ванночке. Вместо нее воспользуюсь ремувером. Это средство для размягчения кутикулы. Мне нравится в виде геля, так как он не растекается. Набираю ремувер и обильно наношу на кутикулу и боковые валики. В случае медленной скорости работы наносите по одному ноготку. Выжидаю время экспозиции, указанное на флаконе, 1 минуту. Выполняю все те же манипуляции. Счищаю птериги пушером. Ремувер у меня щелочной, его необходимо нейтрализировать. Смочите салфетку в воде или дезинфекторе для рук. Тщательно убираю остатки ремувера, приступаю к срезу. Залог единого, чистого и ровного среза зависит от того, как приподняли кутикулу и удалили птериги. Не поленитесь и уделите этому этапу достаточное время. Наш маникюр готов. Теперь я отправляю модель помыть руки для того, чтобы нейтрализировать действие ремувера, и после чего мы приступим к покрытию. А как его выполнять, вы можете посмотреть в предыдущем моем ролике, где я показываю, как выполнить покрытие для начинающих. Для данного видео я специально выбрала модель с незапущенной кутикулой, для того, чтобы вы осваивали информацию пошагово. Если вы хотите видеть такое же подробное видео на сложных ручках, ставьте пальчик вверх. Желаю всем успехов, счастливо, пока-пока!